Я скажу несколько слов о нашем сегодняшнем госте. Сегодняшний гость приехал к нам из Москвы. Сегодня мы приехали. И он в Москве провел 5 дней, давал выступления, говорил на радио, давал интервью телевидению, информационному каналу «Вести». Встречался со студентами, встречался с учеными. Также он другие встречи проводил. И сегодня мы приехали поделиться новостями, поделиться его работой, последней его работой, которую он сделал вместе с вами. Его последняя работа называется «Деволюция человека». В ней он рассказывает, дает ответы на те вопросы, которые возникают у читателя в процессе чтения его первого труда. Как вам известно, первая его книга, которую он издал, называется «Неизвестная история человечества». Я думаю, многие из вас слышали, читали, знакомы с этим трудом. И она вызвала большой интерес у читателей. Но у читателя возникло много вопросов. И в результате этого Майкл Кремо, он сделал вот этот труд, собрал много материалов, работал над этой книгой. И она вышла на английском языке и сейчас доступна на русском языке. И сегодня он представит вашему вниманию основные идеи, которые он представил в своей книге. Очень сложно будет описать все, что содержится в этой книге. Нужно будет очень много времени. Но у нас будет 1,5 часа, и в основные вещи он и сложит, которые он содержится в этой книге. После презентации вы сможете приобрести эту книгу в зале на столе, она находится. И также мы оставим время на вопросы. Вы будете слушать, и если появятся вопросы, пожалуйста, пишите их на бумагу или запомните, чтобы вы могли задать их и обсудить вместе с Майклом Кремо, с автором. Добрый вечер, дамы и господа. Good evening, ladies and gentlemen. Изучал русский язык в университете 40 лет тому назад. Забыл много. Теперь, сегодня не говорю очень хорошо по-русски. Пожалуйста, разрешите мне говорить по-английски. So I want to thank you for coming to hear something about my book, Human Devolution. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли, чтобы послушать о моей книге «Деволюция человека». I'm a researcher in human origins for the International Society for Krishna Consciousness. Я занимаюсь исследованием происхождения человека и работаю на организации, которая называется Международное общество сознания Кришны. My work is inspired by my studies in the ancient Sanskrit writings of India. Мою работу вдохновляли исследования старинных текстов, старинных манускриптов индийских. I've spoken about my work at some of the leading scientific institutions of the world. И своими находками я делился в различных передовых организациях мира. Such as the Royal Institution in London, допустим, в Королевском институте Лондона, the Bulgarian Academy of Science, в Болгарской академии наук, the Ukrainian Academy of Science. В Академии наук Украины. Now, this is not my first visit to Russia. И этот мой визит в Россию не первый. In my previous visits, I've given talks at the Russian Academy of Science. В свои предыдущие визиты я имел встречи в Российской академии наук, The Vostok Museum in Moscow, в Москве в Музее Востока, the Darwin Museum in Moscow. в Музее Дарвина. It's very interesting. It was a very interesting experience for me to be speaking against Darwin at the Darwin Museum. Знаете, для меня был довольно интересный опыт говорить против Дарвина в музее имени Дарвина. Actually, some of my friends tell me, Michael, maybe you're a reincarnation of Charles Darwin. Потому что некоторые из моих друзей иногда подшучивают надо мной. Наверное, ты реинкарнация Дарвина. And you've had to take birth again to correct your mistake. И, наверное, тебе дали шанс вновь родиться для того, чтобы исправить некоторые его ошибки.
I've also spoken at many universities in Russia, В России я во многих университетах выступал, such as the People's Friendship University, вот в таких как Российский университет дружбы народов, the Moscow Government University. в Московском университете управления. I'm very unhappy that the university here isn't going to allow me to speak there. Вот. Ну вот, к сожалению, здесь в университете мне выступить не удается. But I don't mind. There are many other universities that want to hear me speak in Russia. Ну что ж, в России есть много других университетов, где бы хотели меня послушать. I've also spoken to the Russian people through television, К российским людям я обращался и с помощью телевидения, through radio, радио, and through the press. и в печати. So tonight I want to talk about this question. Сегодня я бы хотел поговорить о следующем вопросе. Who are we and where did we come from? Кто мы такие и откуда мы пришли? Today, the most common answers to these questions come from Charles Darwin and his modern followers. Наверное, самый известный ответ на эти вопросы сегодня исходит от Чарльза Дарвина и его последователей. They tell us that humans are just a combination of chemicals. Они говорят нам, что человеческое существо – это не что иное, как сочетание химических элементов. They tell us that our consciousness and feelings of love are just the result of chemical interactions in the brain. И они говорят, что наши чувства, в том числе и чувства любви, есть не что иное, как комбинация химических элементов. And when the chemicals are disorganized, then no more consciousness, no more love. И если эти элементы не могут уже организовываться, то не будет ни сознания, ни чувств, ни любви, ничего. And they say that our human form is the result of a purely materialistic process of evolution. И они настаивают на чисто материалистическом подходе к эволюции. Now, not everyone agrees with those propositions. Но не все согласны с такими подходами. I don't agree with them. Я не согласен. And in this book, I've offered what I call a Vedic alternative to Darwin's theory. И вот в этой книге я предложил то, что я называю ведической альтернативой теории Дарвина. But although I am offering a Vedic alternative, И хотя я предлагаю ведическую альтернативу, I realize it's part of a larger family of spiritual alternatives to Darwinism. Я понимаю, что это лишь часть более широких духовных альтернатив дарвинизму, With roots in many of the world's great religions, которые корнями своими уходят в различные великие мировые религии, which I also honor and respect. которые я также почитаю и уважаю. The first thing I want to show is that we really do need an alternative to the Darwinian theory. Первое, что я хочу сказать, что нам действительно необходимо альтернативное объяснение происхождения человека. But first, let's review what the Darwinist theory of human evolution tells us. Но для начала давайте вспомним, что нам говорит теория Дарвина о происхождении. They say life began on Earth between 2 and 3 billion years ago. Они говорят, что жизнь на Земле зародилась где-то между 2 и 3 миллиардами лет назад. The first apes and monkeys came into existence about 40 million years ago. А первые обезьяны появились на планете где-то 40 миллионов лет назад. The first ape men came into existence about 6 million years ago. А где-то 6 миллионов лет назад появился первый человек-обезьян. And finally, they say humans like us came into existence about 100,000 years ago. Ну и где-то всего лишь 100 тысяч лет назад появились первые люди. But the ancient Sanskrit writings of India say humans have existed since the beginning of life on Earth. Но что можно прочитать в древних санскритских рукописях? То, что жизнь на Земле появилась с самого зарождения планеты, то есть очень-очень давно. Человек появился. The Bible says the same thing. То же самое говорит и Библия. God put humans on Earth in the beginning. Что в самом начале Бог послал на Землю людей. The Quran also says it.
Тоже, о том же говорит и Коран. Actually, most religions say this. Да, большинство религий об этом говорит. That humans have existed since the beginning of life on Earth. Говорят о том, что с самого зарождения нашей планеты на ней существовали люди. Now, many scientists today will say, Но сегодня многие ученые скажут вам, it's very interesting your ancient books say that. Все, что говорят эти древние книги, конечно, очень интересно. It's interesting they say humans have existed since the beginning of life on Earth. Интересно, что они говорят о том, что люди жили на этой планете с самого начала. But all the physical evidence supports this evolutionary picture of human origins. Но все физические элементы, которые поддерживают вот эту теорию эволюции и происхождения, But when I did 8 years of research into the entire history of archaeology, я 8 лет изучал историю археологии, I found something different. и я там обнаружил совершенно другое. Over the past 150 years, За последние 1,5 века archaeologists have discovered much evidence археологи нашли очень много доказательств тому, showing that humans have existed since the beginning of life on Earth. что люди действительно существовали и жили на этой планете с самого начала его существования. I documented that evidence in this book, Forbidden Archaeology. Я задокументировал эти свидетельства вот в этой книге «Запрещенная археология». The book is 900 pages long. Но эта книга состоит из 900 страниц. It was written for a scientific audience. Конечно, она была написана для ученых. But we also made the book available in a shorter edition for the public in general. И поэтому для общей публики была потом напечатана книга попроще. And that book is now in 20 languages, Она сейчас переведена уже на 20 языков, including Russian. включая русский. This is the Bulgarian edition. This is the Bulgarian edition. А вот это болгарское издание. Now, the evidence I speak about in these books is not very well known because of a process of knowledge filtration. Те доказательства и свидетельства, которые я перечислил в этой книге, не так уж хорошо известны, потому что информация фильтруется. We can call the blue box here the knowledge filter. Вот этот синий ящик является нашим фильтром знаний. It represents the dominant consensus among scientists today about this question of human origins. Этот ящик представляет современный консенсус всех ученых, которые изучают происхождение человека на Земле. Of course, that's the Darwinist consensus. Ну и, конечно, этот консенсус дарвинистский. Evidence that conforms to the consensus passes through this intellectual filter very easily. Вот. И все, что подкрепляет дарвиновскую теорию, проходит через этот фильтр довольно легко. And that means students read about this evidence in their textbooks. Это значит, что студенты совершенно спокойно изучают эти доказательства, которые включены в учебники. People see scientists talking about this evidence on television. По телевизору люди видят, как ученые обсуждают эти доказательства. And if people go to the museum, they will see these discoveries. А если пойдешь в музей, то найдешь, конечно, и там находки, подтверждающие эти свидетельства. But evidence that radically contradicts the consensus А те свидетельства и доказательства, которые противоречат этому консенсусу, is filtered out, их отбрасывают. which means we don't hear very much about it. Вот. И значит, мы довольно мало знаем о них. I'll give a few examples. Несколько примеров. This is the American geologist Virginia Steen McIntyre. Пожалуйста, американский геолог Вирджиния Стин Макентайр. She was involved in dating an archaeological site in Mexico called Huayatlaco. Она работала на археологических раскопках в Мексике, в местечке Huayatlaco. There, archaeologists found these artifacts and others like them. Там археологи нашли вот такие камни, They may look primitive to us, орудия труда. Конечно, нам они кажутся примитивными, but according to archaeologists, they're the kind of artifacts made only by humans of our type. но по заключению археологов такие артефакты могли быть сделаны только людьми. Not by any kind of ape man. Никакая человек-обезьяна не была способна на такие орудия. This is the excavation. Вот сами раскопы. The artifacts were
photographed in the stone where they were found. Конечно, все эти вещи были сфотографированы там, где их обнаружили. Of course, the archaeologists wanted to know how old these things were. И, конечно, археологам очень хотелось узнать возраст этих объектов. So they called a team of geologists to date the site. Вот. И поэтому они пригласили геологов на раскопки. Virginia Steen McIntyre and her colleagues used 4 methods to date the site. Вирджиния Макентайр и ее коллеги использовали 4 метода для определения возраста. I'll mention 2 of them. Я упомяну только 2. In the same layer with the stone tools, animal bones with cut marks on them were found. В том же самом слое, где были обнаружены эти орудия, нашли также и кости животных с какими-то насечками на них. The geologists used the uranium method to date those bones. Геологи использовали урановый способ для того, чтобы определить They got an age of 245,000 years. И пришли к выводу, что возраст где-то примерно 245 тысяч лет. Above the layer with the stone tools was a layer of volcanic ash. Над этим слоем, где нашли орудия, был слой вулканического пепла. The volcanic ash contained crystals of zircon. И этот пепел содержал в себе кристаллы циркония. The geologists used the zircon method to date the layer of ash. И для определения возраста этого пепла геологи использовали цирконовый метод. They got an age of 270,000 years. Возраст получился 270 тысяч лет. Using all 4 methods, the geologists concluded the site must be at least 250,000 years old. Ну и после того, как использованы были все 4 метода, пришли к выводу, что, наверное, скорее всего, возраст этого места был 250 тысяч лет. But the archaeologists said that's impossible. Но археологи сказали, это невозможно. According to their theories, human beings capable of making the artifacts did not exist at that time. Потому что в то время, по их мнению, какие-то человеческие существа, способные вырабатывать такие орудия труда, просто не существовали. So the archaeologists refused to publish the age for the site given by their own team of geologists. И археологи отказались в печати публиковать этот возраст, определенный теми геологами, которых они пригласили. So Virginia Steen McIntyre independently published the age for the site. Поэтому Вирджиния Стин Макентайр сама, независимо от них, опубликовала возраст этих находок. When she did that, she found her career was finished. Но как только она это сделала, вся ее карьера пошла под откос. Because she had published something that contradicted the Darwinian theory of human evolution. Потому что она опубликовала нечто такое, что полностью противоречило теории Дарвина об эволюции человека. In 1979, Mary Leakey found footprints at a place called Laetoli in the country of Tanzania in Africa. В 1979 году Мэри Лики обнаружила след от стопы в местечке Летолли, Танзания. The footprints were found in layers of rock almost 4 million years old. Эти отпечатки были обнаружены на скальной породе, возраст которой около 4 миллионов лет. In her report, Mary Leakey said the footprints are indistinguishable from modern human footprints. И в своем отчете Мэри Лики записала, что эти отпечатки стоп не отличаются от отпечатков ног современного человека. Other scientists also agreed. Другие ученые согласились. The paleontologist Tim White said, "Make no mistake about it, they are like modern human footprints." Палеонтолог Тим Уайт написал, не совершайте ошибку по этому поводу. Они действительно выглядят как отпечатки ноги современного человека. Now, neither Tim White nor Mary Leakey believed humans like us were existing 4 million years ago. Ни Тим Уайт, ни Мэри Лики, конечно же, не верили, что
такие же люди, как мы, существовали 4 миллиона лет назад. So how did they explain the footprints? Как же объяснить эти отпечатки стоп? They proposed there must have existed some kind of ape man Они предположили, что, наверное, существовала какая-то обезьяна-человек, who had feet exactly like modern human feet, чьи стопы выглядели точно так же, как стопы современного человека. and that's how the footprints were made. И именно так получились найденные следы. That's an interesting idea, Идея интересная, but there's no physical evidence to support it. но каких-либо физических доказательств в поддержку этого не было. We have the skeletons of the ape men that existed at that time, У нас есть скелеты людей, которые существовали в то время, they are called Australopithecus. и называются они австралопитеки. And the foot of Australopithecus is not like that of a modern human being. Но стопа австралопитека отличается от стопы современного человека. It's very ape-like. Она больше подходит на обезьяне. So, what did Mary Leakey actually find? Так что же нашла Мэри Лики на самом деле? She said the footprints were exactly like modern human footprints, Она заявила, что эти отпечатки очень походят на современные отпечатки. and the only creature known to science today that has a foot just like that of a modern human being is a human being like us. И единственное живое существо, у которого такие отпечатки пальцев, это современный человек, как мы с вами. So I think she found evidence that humans like us were existing 4 million years ago. Я считаю, что ей удалось обнаружить следы людей, таких же, как мы с вами, но живших 4 миллиона лет назад. This is the Portuguese geologist Carlos Ribeiro. А это португальский геолог Карлос Рибейра. He found hundreds of human artifacts in his country, В своей стране он обнаружил сотни изделий, поделок, выполненных человеком. he found them in layers of rock 20 million years old. Но он их обнаружил в скальных слоях возрастом 20 миллионов лет. And he said they cannot have come from any higher, more recent level. И он заявлял, что они не могли туда попасть откуда-то из более последних слоев. He displayed the artifacts in these cases in the Museum of Geology in Lisbon. Свои находки он поместил вот на этих витринах в Музее геологии в городе Лиссабон. With labels indicating an age of 20 million years. И на табличках он пометил возраст 20 миллионов лет. But if you go to the museum today, you will not see those artifacts here anymore. Но если вы сегодня посетили этот музей, там этих предметов вы не обнаружите. Today, the artifacts are kept locked in these cabinets here. Они все занесены в каталогах и помещены в ящики слева. But I received permission from the director of the museum to open those cabinets, Но я получил разрешение директора музея открыть эти ящики, and I was able to study and photograph some of these 20-million-year-old human artifacts. и смог изучить и сфотографировать эти поделки, которым 20 тысяч лет. 20 миллионов лет, извините. Yes, sometimes my translators don't believe me. Да, даже переводчики иной раз мне не верят. So, 20 million years, yes. 20 миллионов лет. So, by studying Ribeiro's old maps and notes, Изучая старые карты, записи Рибейра, I was able to go out into the countryside of Portugal я смог выехать из города and find some of the places where he made his discoveries. и найти те места, где ученый сделал свои открытия. For example, this is the mine at Morganiera where Ribeiro made some of his discoveries. Вот, допустим, в этом карьере в местечке Мурганьера он обнаружил часть из своих находок. Here's one of the artifacts he found there. Вот такой предмет он там обнаружил. It's interesting what happened. Интересно, что произошло. When Ribeiro was alive, he displayed the artifacts in the museum Пока Рибейро был жив, эти предметы экспонировались в музее with labels showing an age of 20 million years. с табличками, где был указан возраст 20 миллионов лет.
After he died, his colleagues in the museum left the artifacts on display. Но после его смерти его коллеги-музейщики оставили предметы на их местах, But they wrote new labels for all of the artifacts, но по каждому из них написали новые таблички, giving them far younger ages. где возраст был гораздо меньше. For example, this is the new label they wrote for the artifact I just showed you. Вот, допустим, это был ярлычок предмета, который я вам только что показывал. This line gives the age. А вот на этой строке указан возраст. It says Upper Paleolithic. Верхний палеолит. According to archaeologists, the Upper Paleolithic period goes back only 20,000 years. И по мнению археологов, верхний палеолит относит нас назад на 20 тысяч лет. So, Ribeiro's colleagues thought 20 million years, that's impossible. Потому что коллеги Рибейро считали, что 20 миллионов лет это просто невозможно. Humans could not have existed at that Мы не time. могли люди существовать в то время. 20,000 years sounds better. Лучше звучит цифра 20 тысяч лет. So, they wrote new labels for all of the artifacts. И они сделали новые ярлычки для всех предметов. And then the next generation of officials in the museum put the whole collection away. Но новая генерация музейщиков вообще всю эту коллекцию убрала. And I'm the first researcher to see them in over 50 years. И за последние 50 лет я был последним исследователем, который их видел. In the 19th century, gold was discovered in California. В 90-х годах, в 19 веке в Калифорнии было обнаружено золото. To get the gold, miners dug tunnels into the sides of mountains. Для того, чтобы добраться до этого золота, старатели проделали ходы, шахты вглубь породы под скалами. This is Table Mountain in California. В Калифорнии есть столовые горы, вот на них. Deep inside the tunnels, in a solid rock, the miners found human bones and human artifacts. И там, в глубине породы, в самой середке горы, шахтеры обнаруживали и даже кости человеческие и предметы обихода. For example, they found many of these stone mortars and pestles. Допустим, находили вот такие примитивные пестики для того, чтобы молоть муку The human из bones, тупа. the human bones and the human artifacts were found in layers of rock that belonged to the early part of the geological period called the Eocene. А эти предметы находили в тех породах, которых можно отнести к раннему эоцену. And that means they are about 50 million years old. А это значит, что их возраст примерно составляет 50 миллионов лет. The discoveries were reported to the scientific world by Dr. Whitney. Эти открытия были сообщены ученому сообществу господину Уитни, геологу. He was the chief government geologist of California. А он был главным геологом в штате Калифорния. His report was published by Harvard University. Его отчет был опубликован Гарвардским университетом. But we don't hear very much about these discoveries today. Но сегодня что-то об этих открытиях не слышно. And that's because of the process of knowledge filtration. Это все результат фильтрации знаний. The anthropologist William Holmes said, Как сказал антрополог Уильям Холмс, if Dr. Whitney had understood the theory of human evolution, he would not have published that report. Если бы тот геолог был знаком с теорией эволюции, то он никогда бы не написал такого отчета. He would have known the facts could not possibly be true. Он бы знал, что такие факты, в общем-то, не являлись бы истинными. If the facts contradicted the theory of human evolution, the facts had to be put aside. Если факты противоречили теории эволюции, то такие факты нужно отставить в сторону. And that's what happened. Это и произошло. But some of the artifacts from the California gold mines are still in the collection of the Museum of Anthropology at the University of California at Berkeley.
Но некоторые предметы, найденные под теми горами, находятся во время золотоискателей, находятся сейчас в Музее антропологии в Беркли, Калифорния. They aren't shown to the public. Но широкая публика о них мало что знает. But I was doing some research about these objects for a meeting of the World Archaeological Congress. Я исследовал эти предметы перед тем, как поехать на Всемирный конгресс археологов. Now, the World Archaeological Congress is the world's largest international organization of archaeologists. Всемирный конгресс археологов – это, пожалуй, крупнейшая организация археологов. So I got permission from the director of the museum to study and photograph the artifacts. Я получил разрешение директора музея изучать и фотографировать эти предметы. And these are some of the 50-million-year-old human artifacts from the California gold mines. Вот это изделия, созданные человеком где-то 50 миллионов лет назад, которые были обнаружены в золотоносных шахтах. By studying Dr. Whitney's old maps, Изучая старые карты доктора Уитни, I was able to go out into the mountains of California and find some of the places where these objects were originally discovered. я получил возможность выйти на те места, где как раз и были обнаружены эти предметы. This is Table Mountain as it looks today. Вот как сегодня выглядит Столовая гора. And we were able to find some of the old 19th century gold mining tunnels where these objects were originally found. И нам удалось обнаружить те старые тоннели шахтеров, сделанные в XIX веке. And it should be possible to do more research there. И, конечно, можно было и более глубокий поиск провести там. Now, how far back in time can we go with evidence like this? Ну и как далеко назад по времени мы можем продвинуться с такими фактами? In the year 1862, a scientific journal called The Geologist published an interesting report. В 1762 году журнал «Геолог», «Geologist» американский, опубликовал очень интересный материал. A human skeleton was found 30 meters below the surface of the ground in the state of Illinois. В США, в штате Иллинойс, на глубине 90 метров от поверхности был обнаружен скелет человека. Above the skeleton was a thick layer of slate rock. Над этим скелетом был очень толстый, плотный скальный слой. That layer of rock was unbroken. И этот слой был бестрещен, не поломанный. That's an important detail Это важная деталь, because it means the skeleton cannot have come down from some higher, more recent level. потому что это доказывает то, что этот скелет не мог упасть под данный слой каким-либо образом. According to modern geologists, the age of the formation in which the skeleton was found is about 300 million years. И по мнению авторов этого доклада, опубликованного в журнале «Геолог», возраст этих пород составлял 300 миллионов лет. This interesting report from Scientific American tells the beautiful metallic base. А вот еще интересная статья, опубликованная в журнале Scientific American, где описывается прекрасная металлическая ваза. It was found 5 meters deep in solid rock near the town of Boston. Ее нашли под Бостоном на глубине 5 meters. на глубине 5 метров. According to modern geologists, the age of the rock at that place is about 600 million years. И по мнению авторов статьи, возраст скалы, где была найдена эта вещь, 600 миллионов лет. Now, I could keep you here from now until New Year's. Вообще, я могу держать вас здесь с сегодняшнего вечера и до Нового года, Going through one case after another, упоминая один случай за другим. but I'm not going to do that Но я не буду этого делать. because there's some other things I want to talk about. Вот. Я хочу поговорить и о других вещах. But I just wanted to give you a few examples Я просто хотел привести несколько примеров, because there are hundreds of examples of this evidence in the scientific literature. вот, поскольку в научной литературе сотни таких примеров. Yeah, enough to fill up a 900-page book. Вот, и хватило для того, чтобы наполнить этой информацией книгу аж в 900 страниц. But I'll ask you to remember one thing. Но хочу, чтобы вы запомнили одну вещь.
Some scientists will say all the physical evidence supports this evolutionary picture of human origins. Одни ученые говорят, что все эти физические доказательства поддерживают теорию эволюции человека. It's not true that all the physical evidence supports that idea. Так вот, неправда, что все физические факты поддерживают эту теорию. When we look at all the evidence, Когда мы рассмотрим действительно все доказательства, все свидетельства, and not just what we see in today's textbooks, а не только то, что можем увидеть в современных учебниках, we find a continuous chain of discoveries мы можем обнаружить непрерывную цепь открытий, of human bones, человеческих костей, human footprints, отпечатков ног, human artifacts, предметов, произведенных человеком, going back many millions of years to the very beginning of the history of life on Earth. которые относят нас в эпоху начала существования планеты, And существования жизни на планете. that's exactly what we should expect to find И это как раз то, что можно ожидать if the writings of these various ancient civilizations are true. найти, если поверить, что все, что написано в очень древних книгах, является правдой. Now some people ask, what about genetics, molecular biology? Люди иной раз спрашивают, а как насчет генетики, биологии человека? Haven't scientists proved the theory of human evolution by these methods? Разве этими методами ученые не подтверждают теорию эволюции? Not really. Да, в общем-то, нет. The very first thing the supporters of these theories say is that life self-organized from chemicals. Первое, что говорят сторонники этой идеи, что жизнь самоорганизуется из химических элементов. We see this in every biology textbook. Мы это можем прочитать в любом учебнике по биологии. Life self-organized from chemicals. Жизнь самоорганизована из химических элементов. But no scientist can tell us exactly which chemicals combined in exactly which way to form exactly which first living thing. Но ни один из ученых не может нам сказать, какие именно элементы для этого необходимы, как они должны взаимодействовать, чтобы появилась жизнь. So, this idea that life is self-organized from chemicals is a belief. То есть сама эта идея о том, что жизнь самоорганизуется из химических элементов, это всего лишь верование. You know, it's not a demonstrated fact. Это не доказанный факт, не демонстрируемый факт. Now, I have no objection if scientists who believe life came from chemicals want to keep working on this problem. Вот. Я вовсе не против того, чтобы те ученые, которые пытаются доказать эту теорию, прекращали работу. Пусть работают. They have every right to do that. У них есть на это право. But, at the present moment, this problem has not been solved. Но на настоящий момент пока эта проблема не решена. And that means that life could have originated in some other way. А это значит, что жизнь могла появиться каким-то и другим способом. But just for the sake of the discussion, let's grant the existence of some first single-celled organism. Просто ради обсуждения, давайте возьмем происхождение какого-то простейшего одноклеточного организма. Then we have to ask, how did that single-celled organism transform itself into something like a human being? И давайте спросим себя, как это одноклеточное существо превратилось в себя человека. With trillions of cells organized in complex structures like the human eye. С миллиардами клеток, которые организуют такие сложные структуры, скажем, как человеческий глаз. We're told it happened by evolution. Нам говорят, что это происходит благодаря эволюции. But what does that mean in terms of that theory? Но что это значит в терминах и в плане нашей теории? It means long ago there must have existed some primitive little animal Это значит, что когда-то должны были существовать какие-то примитивные животные, that did not have a developed eye. у которых не было развитых глаз. Then there must have been some change in its genetic structure that led to the first step towards a more developed eye. Затем должны были произойти какие-то генетические изменения, которые привели бы к развитию того, что мы теперь называем глаз. Then over many millions of years, there were hundreds or thousands more such changes in its genetic structure. И затем на протяжении многих-многих миллионов лет должны было происходить многие изменения в генетической структуре.
until finally we get the developed eye. До того момента, когда у нас не получится вот этот самый развитой глаз. And that's what they say happened. Вот так они говорят, дело-то шло. But if we ask, can you tell me exactly what that series of genetic changes was over those millions of years? Но если мы спросим их, а расскажите нам, какие конкретные изменения происходили на протяжении этих многих миллионов лет? They cannot answer that question. На такой вопрос они не смогут ответить. You can find no such explanation in any biology textbook Ни в одном учебнике по биологии вы таких объяснений не найдете. or any other scientific publication. Да ни в каком другом научном издании. So this idea that the human form is the result of a long series of genetic changes То есть вот эта идея, что человеческая форма является результатом очень длительных генетических изменений, is a belief. это убеждение, это верование, It's not a demonstrated fact. но не является демонстрируемым фактом, доказанным фактом. Now, I have no objection Опять же, if those who believe я не против того, that the если human form is a result of a long series of genetic changes те, кто верит, что человеческая форма является продуктом вот этой длительной эволюции, длительных изменений, want to keep doing further research, будут продолжать свои исследования. they have every right to do that, У них есть все права на это, but но they have not proved that the human form is the result of a long series of genetic changes. Но они пока так и не доказали, что человеческая форма является результатом вот этих длительных генетических изменений. Which means the human form could be a result of some other process. А это значит, что человеческая форма может быть результатом каких-то иных процессов. Of course, they would have to explain not only the physical structure of the eye in that way, Конечно, им нужно будет объяснить не только физическую структуру глаза таким образом. they would also have to specify the series of genetic changes Им также нужно будет конкретно определить все эти генетические изменения, that led to the formation of the neuronal structures in the brain которые привели к созданию вот этой нейронной структуры в мозгу, that are capable of receiving a signal from the eye and converting it into a visual display. способные воспринимать сигналы, идущие через глаз, и преобразовывать их в внутренний визуальный образ в мозгу. And of course, they haven't done that. Конечно, они этого не сделали. So there's a lot of physical evidence, fossil evidence, that contradicts the Darwinian theory of human evolution. То есть достаточно много свидетельств, доказательств, которые противоречат дарвиновской теории эволюции. The Darwinian theory of human evolution has not been proved by molecular biology and genetics. Эта теория эволюции не была доказана ни биологией, ни генетикой. So that means there's room for alternatives. А это означает, что есть простор для альтернативных теорий. And in this book, I've offered a Vedic alternative to Darwin's theory. И в этой книге я предлагаю ведическую альтернативу теории Дарвина. Before we even ask the question, where do human beings come from, we should first ask the question, what is a human being? Прежде чем мы зададимся вопросом, откуда мы пришли, как люди, мы должны спросить себя, что такое есть человек. Today, many scientists will say a human being is just a combination of chemicals. Сегодня многие ученые скажут, что человек есть не что иное, как сочетание химических элементов. Just a combination of matter. Это комбинация материи. That's all there is to it. Потому что все говорит об этом. But I believe if we look at all of the evidence, we'll see it's more reasonable to say a human being is a combination of three things. Но я считаю, что мы будем более точны, если скажем, что человек является сочетанием трех вещей. Ordinary matter, yes, that's part of what a human being is. Да, конечно, обычная материя является частью человека. But beyond that, there's a subtle mind element. Но кроме этого есть еще такой элемент, как ум. And beyond that, there's the element of consciousness. А вне границ этого есть еще такой элемент, который я называю сознание. Now, when I speak of mind and consciousness as elements, I do not mean temporary byproducts of bioelectrical activity in the brain. Когда я говорю об уме и сознании, я не имею в виду какие-то побочные продукты электрических
явлений, происходящих в мозге. I mean real things with their own independent existence. Я имею в виду сами эти вещи в их самостоятельном существовании, независимом существовании. At this point, some will say, this is not how we do science. Тут кто-то может возразить, нет, так наука не делается. We don't start introducing new substances. Мы не должны вводить какие-то новые субстанции. We try to explain everything in terms of what we know. Мы должны все объяснять в терминах известного. And what we know is matter. А что нам известно, так это материя. And therefore we should explain everything in terms of matter. Поэтому все мы должны объяснять в терминах материи. But that's not how modern science works. Но современная наука работает совсем не так. For example, let's look at astrophysics. Давайте, допустим, посмотрим на астрофизику. Until the 1970s, when astronomers looked at the universe, they tried to explain everything they could see in terms of ordinary matter alone. Вот до 1970 года, когда астрономы смотрели в небо, они все пытались объяснить чисто материалистически. Ordinary matter operating according to known gravitational laws. Обычная материя, которая действовала, работала по обычным гравитационным законам. But they found they were not able to explain everything in those terms. Но обнаружилось вдруг, что не все явления можно было объяснить именно этими терминами, в этих терминах. For example, they found they could not explain the spiral structure of galaxies in that way. Вот, допустим, таким образом нельзя было объяснить спиральную природу галактик. So, to explain what they actually observed, astrophysicists started introducing new substances. И для того, чтобы объяснить то, что астрофизики наблюдали, им приходилось вводить новые субстанции. They introduced a strange new substance they call dark matter. Так они ввели эту странную новую субстанцию, получившую название темная материя. This dark matter is not directly observable. Напрямую эту темную материю наблюдать невозможно. But they found that even that was not enough to explain what they Но observed. вдруг обнаружилось, что и этого не хватает для того, чтобы объяснить те явления, которые они наблюдали. So in more recent years, astrophysicists had introduced an even stranger new thing they call dark energy. Поэтому совсем недавно они ввели еще более интересно называемую субстанцию темная энергия. This dark energy has a force that operates the opposite of gravity. И эта темная энергия действует в противоположном направлении силам гравитации. Gravity attracts, this dark energy pushes things out. В то время как гравитация привлекает, темная энергия отталкивает. So, today, astrophysicists believe the universe is composed of only 5% ordinary matter. И сейчас астрофизики говорят о том, что Вселенная лишь только на 5% состоит из обычной материи. They believe 30% is composed of this strange new substance they call dark matter. 30% приходится на эту странную субстанцию, именуемую темная материя. And they now believe 65% of the cosmos is composed of this even stranger new substance they call dark energy. А на 65% космос состоит из этой еще более странной субстанции, получившей название темная энергия. So, I propose the same thing is necessary in biology. Я считаю, что необходимо то же самое сделать и в биологии. We cannot explain everything we observe about human beings in terms of ordinary matter alone. Мы не можем объяснить всего того, что мы наблюдаем просто на уровне материи, только в терминах материи. If we're going to explain everything we can observe about human beings, we need to introduce new substances into our biological science. Если мы хотим объяснить, что происходит в человеке, нам необходимо ввести новые какие-то субстанции. And I'm not the only one who's saying this. И я не один об этом говорю.
This is Rodney Brooks of the Artificial Life Lab at the Massachusetts Institute of Technology. Вот доктор Родни Брукс, который работает в лаборатории искусственной жизни университета Массачусетс. He wrote an interesting article in the scientific journal Nature. Он написал интересную статью в журнал Nature, природа. He said the programs of artificial life and artificial intelligence are failing. Где он писал, что программы искусственной жизни и искусственного интеллекта не срабатывают. And he asked, what is the reason for the failure? И он задается вопросом, почему их постигает неудача? Could it be we don't have powerful enough computers? Ну, может быть, у нас компьютеры еще маломощные. He said, no, we've got excellent computers. Да нет, вроде у нас отличные компьютеры. Could it be our computer programmers cannot come up with the right algorithms? Но, может быть, тогда нашим программистам не удается найти нужные алгоритмы. He said, no, we have excellent programmers. Да нет, у нас отличные программисты. So what was the problem? Так в чем проблема-то? He said the problem is this. Он сказал, проблема в следующем. There might be some extra sort of stuff in living systems outside our current scientific understanding. Должна быть какая-то еще вещь в наших живых системах, которая находится за пределами нашего научного понимания на данный момент. And what might that extra stuff in living systems be? Ну, чем может быть вот эта вот дополнительная вещь? Among the possibilities he mentioned were some ineffable entities such as a soul or elan vital, the vital force. Он предлагает, что возможно, это такие сущности, как душа или элан виталь, то есть жизненная сила. And this is in a very conservative scientific journal. А журнал Nature – это довольно консервативный журнал. So I believe Brooks correctly identified the problem. Я считаю, что Брукс совершенно правильно определяет проблему. And I believe he correctly identified the solution. И я считаю, что он правильно определяет решение. We need to introduce new substances into our biological science. Нам в биологии нужно вводить новые сущности, новые субстанции. We need to introduce a subtle mind substance. Нам нужно ввести субстанцию ума. And we need to introduce the substance of consciousness. А также субстанцию сознания. And there is some scientific evidence for the existence of these things. А есть некоторые научные доказательства существования этих вещей. But just like the archaeological evidence we talked about earlier, this evidence has also been subjected to the knowledge filtering process. Но точно так же, как и произошло с археологическими доказательствами, свидетельствами, с этим синим ящиком и фильтрацией, то же самое происходит и в данном случае. Let's first consider some evidence for the existence of a subtle mind element. Вот давайте для начала рассмотрим, что у нас есть в области субстанции ум. Mind is something like air. Ум – это что-то вроде воздуха. We can't see air, Мы не можем видеть воздух. but when air moves over an element we can see, like water, we can observe the effects of the air element on the water. Но если воздух движется на границе с какой-то другой средой, например, водой, и воздействует на нее, то мы можем видеть последствия этого воздействия. We can see waves. Движения. То есть я имею в виду обыкновенные волны. So we can't see mind. But some scientists have observed the very unusual effects of mind on ordinary matter. Точно так же мы не можем видеть ум как таковой, но мы можем видеть воздействие этого ума на некоторые материальные объекты. This takes us into what I call the hidden history of physics. И это нас относит туда, что, в ту область, которую я называю сокрытой физикой, сокрытой историей физики. Every physics student learns about the work of Pierre and Marie Curie. Всем физикам хорошо известна работа Пьера и Мари Кюри, They were husband and wife. супружеской пары. They both got Nobel Prizes in physics. Оба получили Нобелевские премии по физике For their work in discovering radium and other things. за свою работу по обнаружению радия и других вещей. You read about that in every physics textbook. Об этом их открытии написано в любом учебнике физики. What you don't read in the physics textbook is that they were heavily involved in psychical research.
Но что не написано в таких учебниках, так это то, что они вели серьезные исследования в области психологии и психики. They were part of a group of 20 prominent European scientists who were conducting such research in Paris early in the 20th century. В начале 20 века они были членами этой весьма малочисленной группы, состоявшей из 20 ученых, которые вели исследования в этом направлении. The group did 2 years of experiments with the Italian medium Eusebio Palladino. Они вели исследования с итальянским медиумом Палладино. These experiments did not take place in someone's dark living room. Конечно, эти исследования не проводились в какой-то темной комнате, темной гостиной. These experiments took place in the Psychology Institute in Paris. Эти эксперименты проводились в Институте психологии в Париже. On one occasion, the medium was sitting in a chair. В одном из экспериментов медиум сидел в кресле. Marie Curie, the Nobel Prize-winning physicist, was holding her hands. Мария Кюри, награжденная Нобелевской премией, держала вот так свои руки. Other scientists were holding her feet. Другие ученые держали ее за ноги. And Pierre Curie, the Nobel Prize-winning physicist, reported А Пьер Кюри, другой лауреат Нобелевской премии, that in the middle of the laboratory in broad daylight, a large table like this one was floating 1 meter off the ground. засвидетельствовал, что белым днем вот в этой лаборатории вот такой стол поднялся на 1,5 метра в воздухе. He said the conditions of observation were perfect. Он отмечал, что условия наблюдения были идеальными. Now, after 2 years of such experiments, Через 2 года таких экспериментов the entire group of scientists signed a document saying the phenomena were true. вся группа подтвердила, что такое явление действительно имело место. And Pierre Curie wrote letters to his prominent physicist friends saying, these things are true, we have to take them into account if we're going to have a complete picture of reality. И Пьер Кюри в письмах к своим коллегам-физикам писал, что действительно это факты, и что мы должны их принимать во внимание, если мы хотим правдивую картину мира исследовать. But you're not going to read about this in your physics textbook. Но об этом в ваших учебниках физики вы не прочитаете. Work like this continues to go on. Но такая работа продолжается. This is Robert John, head of the engineering department at Princeton University. Вот доктор Роберт Джон возглавляет факультет инженеров в университете Принстон. He and his colleagues did experiments with random number generators. Он с коллегами проводил эксперименты с генераторами случайных чисел. A random number generator is a computer-like machine that will generate as an output a random series of zeros and ones. Что такое генератор случайных чисел? Это некий компьютер, который выдает произвольные наборы нулей и единиц. If you let the machines run by themselves, they will generate 50% zeros, 50% ones. Вот. Но если машину разрешить работать самим по себе, они вам дадут 50% нулей и 50% единиц. But John and his colleagues recruited students from the university to sit in front of these machines. Но Роберт Джон и его коллеги пригласили студентов университета для того, чтобы те сели перед машинами. And he instructed them to simply will mentally that, for example, machines produce more ones than zeros. И студентам предложили просто думать о том, чтобы компьютеры произвели больше единиц, чем нулей. And the experiments went on for over 10 years. И этот эксперимент продолжился более 10 лет. And the experimenters found the subjects were actually able to do it. И экспериментаторы обнаружили, что подопытные студенты действительно смогли это сделать. They were able to cause the output of the random number generators Они смогли заставить генераторы случайных чисел to deviate from the chance expectation отклониться от ожидаемой статистики to a statistically significant degree. на статистически значимую величину. Now, I take these things as evidence for a subtle mind element that can act on ordinary matter in ways that are difficult to explain. Вот я привел эти примеры для того, чтобы показать, как ум может неким образом воздействовать на материю. And there's further evidence for the unusual activities of mind.
Но есть и другие свидетельства того, как необычным образом ум влияет на материю. Some interesting experiments in extrasensory perception have been carried out at universities in Europe. В университетах Европы проводился целый ряд очень интересных экспериментов. In these experiments, one person called a receiver is put into a very relaxed state. В одном из таких экспериментов человека, которого называли приемник, погружали в очень комфортное состояние. Meanwhile, at another location, another person called a sender looks at an image randomly selected by a computer. А в другом помещении человек, которого называли передатчик, смотрел на образ первого, который был случайным образом выбран компьютером. And then mentally tries to send the image to the receiver. И передатчик ментально пытался передать что-то приемнику. At the end of each trial, the receiver is shown 4 images, one of which is the actual target image. И в конце серии эксперимента ему показывалось 4 образа, один из которых был действительно передан передатчиком. Now, if you run the experiment many thousands of times, Этот эксперимент проводили несколько тысяч раз. and you assume there is no paranormal effect, Исходя из того, что паранормальных явлений не происходило. you would expect the receivers to select the correct image 25% of the time. Вот в таком случае следует ожидать, что образ угадывался в 25% случаев. Yet the experimenters have found that the receivers pick the correct image at a rate greater than 25%. Но оказалось, что люди-приемники угадывали этот образ больше, чем в 25% случаев. So if we're going to talk about human origins, we can't just talk about chemicals. Вот говоря об этих сторонах человека, можно говорить еще и о химии человека. We're also going to have to talk about the subtle mind element. Можно говорить о тонком уме, тонкой вот этой сущности. Now, is there any evidence for a conscious self that can exist apart from the body? Но есть ли какие-либо доказательства того, что есть еще такая часть человека, которую я называю сознанием? There is such evidence. It comes from medical studies of out-of-body experiences. Да, она есть. И это доказывается тем, что происходило во время изучения состояний вне тела. There are times when a person should be completely unconscious. Бывают времена, когда человек находится полностью в несознательном состоянии, теряя сознание. As when you're listening to a long lecture like this one. Такое обычно случается тогда, когда вы слушаете такую длинную лекцию, как моя. Everybody still conscious? Или все вы еще бодры We're getting towards the end. сознание. Но мы уже приближаемся к завершению. For example, during a heart attack, Допустим, сердечный приступ. the heart stops beating, Сердце перестает биться, blood stops flowing to the brain, кровь не поступает в мозг, medical instruments show the brain waves stop. аппаратура медицинская показывает, что жизнь останавливается. A person in that condition should be completely unconscious. Вот в таком состоянии человек, конечно, должен быть вне сознания. Сознание его должно покинуть. But many people in that condition report separating from their bodies, И многие пациенты, которые это пережили, говорили о том, что как будто они отделялись от своего тела and observing what the doctors treating them are doing. и наблюдали то, как врачи боролись за их жизнь. The American heart surgeon Michael Cremo heard some of these reports from his patients. Майкл Кремо, американский хирург, выслушал много таких откровений от своих пациентов, And he wondered, are they telling the truth or are they making up stories? и ему стало интересно, о чем говорят эти люди. Это было правдой или просто они сочиняют? So he took 25 heart attack patients who had reported these experiences and carefully interviewed each one of them. И вот он взял 25 таких пациентов и очень тщательно их опросил. He asked them to recall every detail of what they observed the doctors doing. Он попросил их описать очень детально, что конкретно делали врачи в эти моменты. Then he compared the reports to the medical records kept by the doctors who had treated them. И сравнил эти показания с теми записями, которые были сделаны врачами.
And the patients do not see those detailed records. Я смотрел, что пациенты этих записей не могли видеть. And he found that the descriptions matched. Но он обнаружил, что описания совпадают. What the patient said was what the doctors said. То, что говорил пациентам, было то, что написали доктора. So this idea that a conscious self can temporarily separate from the body and then re-enter the same body leads to another idea. И вот эта идея, что иногда сознание может отделяться от носящей ее материи и возвращаться к ней, ведет нас к другой идее. And that is that a conscious self can separate from one body and then enter a completely different body. К идее о том, что наше сознание может оставить одно тело и переместиться в другое. Of course, this is the idea of reincarnation or transmigration of the self. Конечно, это прежде всего идея реинкарнации, трансмиграции. Я. And there is a body of scientific evidence that supports this idea. Есть целый корпус научных свидетельств, который поддерживает эту идею. It comes from psychiatric studies of past life memories. Прежде всего, это поддерживается психиатрическими исследованиями о прошлых жизнях. For example, the American psychiatrist Ian Stevenson and his colleagues studied thousands of cases of past life memories reported by young children. Допустим, американский психиатр доктор Ян Стивенсон и его коллеги изучали сотни случаев, когда дети рассказывали о своих предыдущих жизнях. In over 800 cases, they were able to verify the existence of the person the child claimed to have been in the past life. И в 800 случаях они могли сравнить эти рассказы, поверив их, когда дети рассказывали о прошлых жизнях, с теми личностями, которые до этого жили. So, if we're going to talk about human origins, we can't just talk about ordinary matter, we have to talk about matter, mind, and consciousness. Так вот, говоря о происхождении человека, мы не можем обсуждать только вопросы материи, мы также должны включить сюда и вопросы ума и сознания. Now you can think about this in terms of the computer analogy. Об этом можно подумать, вернее, представить это в аналогии с компьютером. And we can compare the body made of ordinary matter to the computer hardware. Материю, наше тело, мы можем сравнить с железом в компьютере, с аппаратурой. We can compare the mind to computer software. Наш ум мы можем сравнить с программами. That lets a user interact with the hardware. И эти программы позволяют пользователю взаимодействовать с аппаратурой, с железом. In a computer, neither the hardware or the software is conscious. Но в компьютерах ни аппаратура, ни программа не являются чем-то сознательным. Similarly, neither matter nor mind is conscious. Точно так же и в нашем случае ни материя, ни ум не являются сознательными. Consciousness is something different. Сознание – это нечто другое. It has its own independent existence. Она существует независимо. And we can compare the conscious self to the computer user, Поэтому сознание можно сравнить с пользователем компьютера, who consciously uses the software and the hardware for different purposes. кто сознательно использует компьютерные программы и компьютерное железо в своих целях. Now, the idea that a human being is composed of matter, mind, and consciousness leads to another idea. И вот эта идея, что человек состоит из материи, ума и сознания, ведет нас к другой идее. And that is that we exist in a multi-level cosmos. К идее о том, что мы существуем в многоуровневом космосе. There's one level of the cosmos dominated by ordinary matter. Один из этих уровней в основном определяется, доминируется обычной материей. It's inhabited by beings adapted to the conditions there. Он населен существами, адаптированными к этим условиям. Beyond that, there's a level of the cosmos dominated by the subtle mind element. Над этим уровнем находится уровень, в котором доминирует ум. It's inhabited by beings adapted to the conditions there. И те существа адаптированы к данным условиям. People call them angels, Или называют их ангелами, demigods, полубогами, полубогами, astral beings, астро-существами.
Beyond that, there's a level of the cosmos dominated by pure consciousness. А над этим есть еще уровень, где доминирует чистое сознание. It's inhabited by beings adapted to the conditions there. И там его населяют существа, адаптированные к данным условиям. Here's one thing we observe about consciousness. Вот есть одна вещь, которую мы можем наблюдать в нашем сознании. Consciousness is individual and personal. Сознание индивидуально, персонально. I have my consciousness, you have your consciousness. У меня мое сознание, у каждого из вас свое сознание. This suggests that the source of all conscious beings is also individual and personal. И это предполагает то, что источник любого сознания может быть индивидуальным и персональным. So I propose we begin our existence on the level of pure consciousness. Я предлагаю такую идею, что мы начинаем свое существование на уровне чистого сознания, Existing in harmony with the source of all conscious beings. существуя в гармонии с источником любых сознаний. If a conscious self disturbs that harmony, Если какое-то сознание нарушает эту гармонию, it goes down into the lower levels of the cosmos то оно опускается на более нижний уровень космоса, and becomes covered by the lower energies of mind and matter. и здесь его начинают опутывать материя и ум. It may be possible for a conscious self to come to the level of the subtle mind element Вот. Так значит, сознание может опуститься на уровень ума and remain there. и оставаться там, And it may be possible for a conscious self to come further down to the level of ordinary а matter, может пойти дальше вниз до уровня обычной материи. where we'll receive the covering not only of mind but of ordinary matter. И здесь это сознание будет покрыто не только умом, но и облечется в материю. So this is what I mean by devolution. Вот это я и называю деволюцией. We don't evolve up from matter, as many scientists now believe. Мы не развиваемся эволюционно из материи, как считают многие ученые. Instead, we devolve or come down from a level of pure consciousness. Наоборот, мы девольнируем до уровня материи вниз, из чистого сознания. We begin with a form of pure consciousness. Начинаем мы жизнь с чистого сознания, That в form форме can be чистого сознания, covered by mind and matter. которая потом покрывается слоями ума и материи. But that process can be reversed, Но этот процесс можно обратить, and consciousness can be restored to its original pure state. и сознание можно вернуть к его чистому состоянию. And that is the main purpose of human life, И это составляет главную цель человеческой жизни, from which we become distracted by too much materialism. от которой нас так отвлекает избыток материализма. Every great spiritual tradition of the world Любая великая духовная традиция has мира some system of prayer, имеет какую-то систему молитвы, моления, meditation, медитации or yoga или йоги, that is meant to help us restore consciousness to its original pure state. предназначенные для того, чтобы помочь нам восстановить сознание к его первоначальному состоянию. I have my own personal practice. У меня есть тоже свое собственное I упражнение. meditate on the Hare Krishna mantra, Медитирую с мантрой Хари Кришна. but I encourage people to look deeply within their own traditions. Но я всегда пытаюсь сказать людям, чтобы они так упражнялись в рамках своей традиции. And find the system of consciousness transformation within that tradition that works for them. И найти такую систему трансформации сознания, которая бы работала в них. And here I'm not talking about the more external forms of religion, И здесь я начинаю разговор о более внешних формах религии, which can be a source of conflict in the world. которая сама по себе может быть источником конфликтов в нашем мире. I'm talking about the esoteric systems for transformation of consciousness. Но я бы хотел говорить об эзотерических системах восстановления сознания. A geologist can tell us how to extract the pure element gold from its ore where it's mixed with other less valuable elements. Геологи могут рассказать нам, как экстрагировать золото из руды, где оно перемешано с другими элементами.
Now, once you've extracted the gold, you can form it into coins. Но как только вы получили золото, вы можете отчеканить монеты из него. And you can stamp the coins with the symbols of different nations. Вот. А на монетах вы можете отчеканить какие-то символы, типичные для той или иной нации. But if it's really gold, it doesn't make any difference what symbol you've stamped on it. Вот. Но если эта монета действительно золотая, то не так уж и важно, какой символ на ней отчеканен. If it's really gold, it will be accepted as something valuable everywhere. Если это золотая монета, то она будет принята как таковая почти всегда и везде. Similarly, if by different processes of consciousness transformation we can extract the element of pure consciousness, Точно так же, если благодаря каким-то системам трансформации сознания мы можем выделить это чистое сознание, then it doesn't matter what you call the process. и неважно, как вы называете этот процесс, If it works, it works. если он работает, то он работает, And the result will be accepted everywhere. и результат будет принят везде. So, if you're interested more about these topics, you can see these books. И если вас эти темы заинтересовали, то вы можете побольше узнать об этом в книгах. Some copies are in the back. Там сзади есть несколько копий. Or you can visit my website. Либо добро пожаловать на мой сайт в интернете. And это все. And that's all. Спасибо вам большое. Thank you very much. So, вопросы. Does anyone have a question? Yes. Я представлюсь, меня зовут Михаил. How are we going to do the questions? Somebody mentioned writing them down. Кто-то будет записывать вопросы? Нет, я... Okay, just let them speak. Знакомы ли вы с теорией Блаватской, Елены Блаватской, и как вы к ней относитесь? Как вы относитесь к тому, что многие люди Азии, то есть это Китай, Тибет, еще что-то, имели рога или выпуклости на голове и считались более божественными? Ну, то есть именно, как сказать, пришли они с других планет. Как вы к этому относитесь? So the first question is, what do I think about the work of Madame Blavatsky? Значит, первый вопрос был о моем отношении к работам мадам Блаватской. Mostly, I prefer to let people read my works and the works of others and draw their own conclusions. Ну, я бы предпочел, чтобы я предлагаю людям почитать мои книги и книги других моих коллег и сделать выводы свои. But if somebody directly asks me, Но если кто-то напрямую меня спрашивает, then I'll say something. то я должен что-то сказать. You know, I don't claim to have a monopoly on truth. Я, прежде всего, хочу сказать, что я не заявляю о монополии на истину, I think truth can be found in many places. потому что истину можно найти в самых разных местах. I think there have been many researchers over the past few centuries За последние несколько столетий было проведено столько научных исследований, who have been inspired in some way by the ancient teachings of India. которые были вдохновлены древними учениями Индии. And I think Madame Blavatsky was one of them. И я думаю, что мадам Блаватская была одним из таких деятелей. I see in her work many things that I believe in. В ее работах я вижу многое, во что я сам верю. I've often been invited to speak by various theosophical societies. Меня часто приглашают выступить различные теософские общества. You know, I can't say I agree 100% with everything she said, Не могу сказать, что я на 100% соглашаюсь со всем тем, что она говорит. but I think there are many of us who are Но on the same path. много нас на этом пути. And then the second part of the question, Вторая часть вашего вопроса. the Horns. that I don't know about, Вот об этом я не знаю, but I learn something new. I learn something new every day, но я каждый день узнаю что-то новое. and that's why I like coming to meetings like this and hearing from people. Вот почему мне нравится встречаться с людьми таким образом. I do accept the idea that there are
forms of life in other parts of the cosmos. Я принимаю ту идею, что есть разные формы жизни в разных частях космоса. So I do accept the idea that there are various human-like forms of life at different levels of the cosmos. И что есть разные формы жизни человека на разных уровнях космоса. And some of them may not be exactly like us. И некоторые из этих форм будут не похожими на нас, чем-то отличаться. I do accept the idea that there has in the past been communication between human-like beings at different levels of the cosmos. И я придерживаюсь той точки зрения, что есть некая связь между существами на разных уровнях этого космоса. Okay. Any other question? Еще вопрос, пожалуйста. Меня зовут Евгений, преподаватель математики и физики медицинской академии. Вот такой вопрос. Ричард Томпсон с вами сейчас работает? Стивен Бернард? Или вы сейчас стали одни работать? И вот второй вопрос. Вот я сюда на лекцию, я все-таки думал, что вы вот в этой книге приведенные факты разовьете, эволюция будет, развитие системы доказательств более фруктов. А вот вы куда-то... То есть вот усиление позиции вот этой книги у вас как-то планируется, или вы все-таки пошли вот в сторону сознания и немножко другую сторону? Вот то, с чего вы начинали. Начинали вы с системы, с поиска вот таких фактов и их доказательств. Вместе с Томпсоном и с Бернардом, Стивеном. А сейчас у вас были совсем, мне показалось, что это эволюция. Excuse me. По сравнению вот с этой книгой. For those who are interested, okay. So for those who are interested only in matter, it will seem like that. Are only interested in material things. Ну, наверное, так может показаться тем, кто заинтересован, кого больше интересует материя. Не факты, не материя, а факты. But the things I talked about today are also facts. Но то, что я сегодня здесь сказал, это тоже факты. The work of Pierre and Marie Curie I consider also fact. Работу Пьера и Мари Кюри я тоже считаю фактом. The work of Robert John I consider also fact. Работу Роберта Джона я тоже считаю фактом. The work of Michael Cremo I consider also Работу fact. Майкла Кремо тоже считаю фактом. The work of Ian Stevenson on reincarnation memories I consider also fact. Стивенса по реинкарнации памяти я тоже считаю фактом. Now, after I was the main author of the book in your hand. Я был основным автором той книги, которую вы держите в руках. And to answer your question, I'm no longer working with Stephen Bernath or Richard Thompson. И ваш вопрос о том, работаю я с моими коллегами сейчас? Yes. And I haven't been for over 10 years. Сейчас я работаю уже, наверное, лет 10 как. Now, I am also working to strengthen the archaeological evidence. Да, я работаю над усилением археологических доказательств. Since the book Forbidden Archaeology was published in 1993, Но поскольку эта книга «Запрещенная археология» была опубликована в 1993 году, new cases have come to my attention, сейчас в поле моего внимания новые факты попали. and I'm investigating them now, Я сейчас их исследую, and they will be included in a book called Forbidden Archaeology 2. и они будут включены в книгу, которую я назову «Запрещенная археология 2». And I'm also continuing to present that kind of evidence at archaeology conferences around the world. Конечно же, я буду этими фактами делиться на конференциях археологов по всему миру. But after the book Forbidden Archaeology was published, Но после публикации этой книги «Запрещенная археология» many scientists and ordinary readers asked me a question. многие ученые, простые читатели, задавали мне вопрос. And they said, okay, you presented physical evidence that contradicts the Darwinian theory of human evolution. Ну вот, вы представили факты, которые противоречат дарвиновской теории эволюции. So what are you going to propose in its place? Но что вы хотите, какую теорию для ее места хотите предложить?
So I thought I should answer that question. И вот я подумал, что мне необходимо ответить на этот вопрос. And the book Human Devolution is the answer to that question. И ответом стала моя другая книга «Эволюция человека». And in the short talk I gave tonight, И в этом небольшой речи, которую я сегодня здесь I was only able to mention a few of the lines of evidence. я мог лишь только несколько линий доказательств представить из ограничений по времени. That's what I'm saying. Excuse me. But you're entitled to your opinion. Вот. Но вы, конечно, имеете право свое мнение You иметь. don't have to like the book. Если не нравится, не I читайте. don't expect to convince everybody. Я не ожидаю, что смогу убедить всех и каждого. Да нет, речь о другом. Не обязательно сразу теорию. Let's let another person. Фактологический материал нужно расширять, а не обязательно теорию сразу. Факты очень интересные. I am increasing the factual base. Я пытаюсь увеличивать фактическую базу. So if that's what you want, you will get that. Вот, как только она будет готова, вы получите. So does anybody else have? А кто-нибудь еще хочет спросить? Yes, the lady. Yes. Thank you very much for a very interesting lecture. I'm a professor of the University. Если мы не признаем эволюцию человека, то признаем ли мы эволюцию других организмов? If we do not recognize the human evolution, do we recognize the evolution of other organisms or forms of life? И в этом ключе как быть с периодом, когда были только одноклеточные организмы первые 3 миллиарда лет? And what about the period of the first 3 billion years when only one cell organisms existed? There are millions of species, Разных видов живых существ миллионы, and I'm only one person. а я только человек. So I picked one. Вот. I picked one species to Вот. study. Поэтому я для своих научных исследований выбрал только один вид You know, the human species. человека. And it took me 8 years to go through the entire scientific literature on human origins. Вот. И для того, чтобы изучить всю имеющуюся литературу о происхождении человека, мне потребовалось 8 лет. Now maybe if I go through the cycle of reincarnation many millions of times, Но если я буду проходить цикл реинкарнации много раз, maybe I can study all the other species as well. может быть, я займусь изучением и других видов. But seriously, Но, если серьезно, your question is a very good one. вы задали очень хороший вопрос. And in the third chapter of the book Human Devolution, I deal with the question of other species. Вопрос о других видах у меня освещен в 3 главе книги «Деволюция человека». Because I think there is some physical evidence Я считаю, что есть некоторые физические свидетельства, that suggests the history of other species is also different than the consensus tells us. которые говорят о том, что и развитие других живых существ тоже отличается от того, о чем принято говорить. And I gave one example there, which I'll Я там briefly give now. я там привожу один пример, о котором я сейчас кратко упомяну. Now, according to current theories, the first flowering plants came into existence about 120 million years ago. Вот где-то примерно 120 лет назад появились первые растения с цветами, цветущие растения на Земле, да, по нынешней теории. 20 миллионов лет назад. Yeah. So, В докембрийском периоде 600 миллионов лет назад. so there's some evidence that we may have to reconsider the history of other species as well, not just the human species. То есть можно пересмотреть теорию происхождения не только человека, но и других видов. But maybe another answer to your question about devolution. Но можно, наверное, и по-другому ответить на ваш вопрос о деволюции. It's not that conscious cells just devolve into human forms. Дело не в том, что какая-то сознательная сущность деволюционирует до формы человека. But conscious cells devolve into the forms of other species as well. Может быть, какая-то сознательная сущность деволюционирует и до физической формы какого-то другого организма, другого вида. Now, according to this concept, И в соответствии с этой концепцией each species has a conscious self.
each form of life and each species has a conscious self. Каждая форма жизни и каждый вид имеет свое собственное сознание. And the bodies are vehicles for conscious selves. А тела – суть только носители сознаний. Now, according to the kind of vehicle that a conscious self has, it can express itself to a greater or lesser degree. И в зависимости от этого носителя сознание может себя проявлять в большей или меньшей степени. For example, I'm a person. Например, вот я, человек, личность, индивид. I can ride a bicycle. Я могу кататься на велосипеде, I can ride a motorcycle. я могу кататься на мотоцикле, I can ride in a car. на машине, I can ride on a boat. на лодке, I can ride in a submarine and go under the water. могу плыть на подводной лодке, I can ride in an airplane and fly in the sky. могу лететь на самолете в небесах, I can get into a spaceship and go to outer space. а могу сесть в космический корабль и улететь в космос. Now, I'm the same person, but according to the type of vehicle, I can express myself. I can move in certain ways. Оставаясь одним и тем же человеком, пользуясь разными носителями, я могу достигать разных миров, областей. So similarly, bodies are vehicles for conscious selves. Точно так же тела являются носителями сознания, самосознания. So some conscious selves may be in plant bodies. Некоторые такие сознательные «я» могут быть в телах растений, Some in animal bodies. некоторые в телах животных, Some in human bodies. некоторые в человеческих телах. It's the same kind of conscious self. Это один и тот же род сознательного «я», But according to the vehicle, it's able to express itself to a greater or lesser degree. но в зависимости от носителя это сознание может себя более или менее выражать. It's like I can't fly unless I'm in an airplane, a vehicle that will allow me to do it. Но это все равно как сказать, я не могу летать, пока я не сяду в самолет. So some conscious selves are in the bodies of plants. They have to stay in one Поэтому place. некоторые сознания, они помещены в растении, и поэтому остаются на одном месте, Some conscious cells are in the bodies of birds. They can fly а некоторые сознания находятся в телах птиц и могут летать, because the vehicle is designed to allow that. потому что так приспособлен этот носитель, он позволяет сознанию летать в этом теле. But each of those conscious cells Но каждое из этих сознаний индивидуальных originally begins on the level of pure consciousness. Происходит из того уровня чистого сознания. According to its state of consciousness, И в зависимости от состояния сознания, it receives a certain type of vehicle. оно получает тот или иной носитель. So yes, it's not that just the conscious self in human form devolves, but the conscious self in every form of life has devolved from that position of pure consciousness. Вот. И я считаю, что не только человеческое сознание эволюционировало, но и сознание любых других живых существ эволюционирует из той области чистого сознания. Something else. Из чего-то другого. Еще вопрос. Что такое сознание? Пожалуйста. Я бы хотел задать вопрос. Сознание присутствует в душе или вне души? Is consciousness within the soul or it exists beyond the soul? I would say it's an inseparable characteristic of the soul. Я бы сказал, что это неотъемлемая характеристика души. Пожалуйста. 1978 год, 1978 год. Здесь это как раз по телевидению выступал Кашпировский. Вы, наверное, знаете об этом. I have not heard him, but as I said before, I learn something new every day. Нет, я его не знаю. Я его не знаю, но каждый день я узнаю что-то новое. Скорее всего, 87 год был. Первое начало у него было в телевидении, когда он начал лечить, там что-то такое вроде... There was a guy, Roger Kashpirovsky, who in the late 1980s started healing people on TV. Okay. И здесь начали писать статью еще НЛО.
статью. And then there was an article published about UFO. И мне как-то человек один дал мне эту газету, и там была космическая молитва. И три у нас в действии, три молитвы у нас. In that article, Христианская, there were 3 prayers. One of them was a Christian prayer, космическая the и space prayer, индийская. and the Indian prayer. Вот три это главное. The 3 Мне дали вот космическую молитву и объяснили, вот что пишет в газете ЗНО. Ну там было молитва, я сейчас не помню, начало я помню. И это задача. И вот мне говорят, в 12 часов ночи, вот эту молитву, I was supposed 3 to раза шел там прочитать, и смотри в одну точку. И видишь, что получится. and see what's going on. И я потом закрыл глаза, и моя душа, она ушла. Я оказался где-то в космосе. Left me. I found myself somewhere in the outer space. Many people have these experiences. Многие люди переживают такого рода Я был полмесяца. состояния. I stayed in that state for 50 days. И последний раз тоже, когда я уже медитация у меня прошла уже, это на 15 дней, это с 1 After meditation was over, ноября и по 15 число. Меня просто это в черной одежде, мне не I saw people in black. лица вообще Can you не tell видно. me afterwards, you can tell me more about it? Ну, наверное, стоит об этом индивидуально поговорить попозже. Yeah, because people ask Потому что у людей есть вопросы. Я думаю, вы заинтересуетесь. Yes, I'm interested. I'll listen more. It is interesting. We'll talk more. Александр, вот такой вопрос. Извините. Я, слушая ваш разговор, сначала увидел научные вещи. Вы говорили о фактах археологии. In the beginning, I had a lot of scientific stuff, presented some archaeological facts. However, later, В дальнейшем мы стали говорить о том, что в науке нужны некие новые субстанции, чтобы объяснить about неизвестное. new substances that the science needs in order to explain the unknown. I did. Далее, кончили вы свою речь тем, что напрямую обратились к величию и сказали там ключ. Сказали там, Что там раздал? but finishing the speech, you said that the key to all that is in religion. Мой вопрос теперь, мой вопрос. The key to the enigma is in religion. My question is, Уделяли ли вы внимание вопросу методологии научного поиска? Если да, то как вы относитесь к таким вещам, как объективация, материализация? Или вы считаете, что объективация в науке больше не требуется? have you ever thought or paid attention to the scientific methodology of your research? And do you think that objectivation and categorization are still needed things of science? Yes, I do. Я считаю, что категоризация и объективация необходимы. But I believe science should deal with everything that exists. Но я считаю, что наука должна иметь дело с тем, что существует. And consciousness is the fundamental fact of our existence. А сознание – это фундаментальный факт нашего существования. Какие научные данные подтверждают? What scientific data support Your existence. вы, ваше существование? You are the proof of the existence of consciousness. In person. You're still a conscious mentally ill person. Даже в этом состоянии у вас есть сознание. You are the proof of my theory. Вы есть доказательство моей теории. Because you are conscious. Потому что вы сознательны. Есть люди без сознания, без совести. So actually, each one of you is proof of my theory. Каждый из вас есть доказательство моей теории. Because each of you is a conscious being. Потому что каждый из вас сознательное существо. And that is the most fundamental fact of your existence. И это самый фундаментальный факт вашего существования. And that consciousness has a source. Но у этого сознания есть источник, which is not material. который не материален. So, yes, I do believe in fact. Да, я верю в тот факт. And the fundamental fact of our existence is consciousness. И фундаментальный факт нашего существования есть сознание. And I made very clear that I wasn't dealing with external religion. И я хотел здесь также подчеркнуть, что я не работал с какой-то внешней религией. I was dealing with techniques of consciousness transformation.
я имел дело с техниками трансформации сознания, which can be observed которые можно наблюдать, if practiced. если вы упражняетесь. По сути, я хочу уточнить. And still, I want to clarify. Если вы входите в состояние, в том числе йоговских медитаций, If you enter a certain state when, say, practicing the yoga meditation, как в дальнейшем собираетесь использовать науки, в том числе используя математический аппарат обработки? how later would you be able to use your findings in a scientific way, dealing with them scientifically, including mathematical? It's not that all science is mathematical. Не все в науке, не все науки нуждаются в математическом аппарате. You can observe consciousness. Вы можете наблюдать сознание, You can experiment with it. вы можете проводить эксперименты с ним, You can observe the facts вы можете наблюдать факты in the most clear way possible самым ясным для вас, самым понятным для вас образом, by your own personal experience. на основе своего собственного внутреннего опыта. So if you don't accept your own personal experience, Если вы не принимаете свой собственный личностный опыт. so some other question. Еще вопрос. Господин профессор, позвольте задать вопрос. Я юрист по I'm a образованию, lawyer. меня интересует, в каких странах, в каких государства подключаются и в научно-исследовательских институтах уделяют этой проблеме внимание, то есть в каких странах, какие средства задействованы и какова опасность, когда сознательное, бессознательное государство, изучив что-то, может повлиять помимо нашего сознания на нас, как на индивидуума. How the governments are using these findings and whether they are able somehow to control us without us being unaware based on the findings. Government is a big question, Что касается государства, это вообще большой вопрос. but governments have put scientific research money into the kinds of topics I've been discussing. Но, как правило, правительство, государство обычно деньги на исследования, которые я здесь описывал, традиционные. During the 1970s and 1980s, В 70-е и 80-е годы the United States government правительство США gave many millions of dollars много миллионов долларов to a program of remote viewing. выделило на программу удаленного видения. And the American intelligence services used people with remote viewing abilities И американские спецслужбы и разведка использовали таких дальновидцев, провидцев, in its surveillance of the Soviet Union. для того, чтобы вести разведку на территории Советского Союза. And I go through the details of that in the book Human Devolution. Как раз в книге «Человеческая деволюция» я более подробно об этом рассказываю. And the existence of this program has been admitted by the American government, Правительство США признало существование такой программы, and the people involved in it have come forward and explained what they did. а те люди, которые в них участвовали, подтвердили это и объяснили, чем они там занимались. I've heard reports that the government of the Soviet Union had similar programs, Слышал я, что и в Советском Союзе были подобные программы, but I don't have the documentation of it. но документальных подтверждений тому у меня нет. But for the American program, I have the documentation. Что касается американской программы, у меня документы есть. Thank you very much. Okay. Вы утверждаете, что сознание возвращается в людей, значит, и человек от этого девуалирует, да? Эволюционирует, да, извините. А почему оно возвращается каждый раз? To human being, and as a result, the human being devolutionates. А почему оно возвращается каждый раз на новый уровень? И в итоге человек все равно поднимается. Ездил на лошади, а сейчас летает в самолете и летит в космос. But after a few cycles of such devolution, still the human being once only could ride a horse, while today we can fly airplanes and other things. Isn't it evolution? How can you explain that? I don't think we know everything about the abilities of humans in the past. Я считаю, что мы не все знаем о тех способностях, возможностях, которыми обладали люди в прошлом. Now, there are two sources of information about past human activities. О прошлом человеческой деятельности у нас есть только два источника информации. One is the kind of evidence that we can find in the layers of the earth. Один – это то, что мы можем найти в разных слоях под ногами. Bones, artifacts. Кости, изделия какие-то.
Another source of information Другой источник информации is the records left by the people of ancient civilizations. это письмена, оставленные нам древними цивилизациями. In my work, I've concentrated on the physical evidence. В своих работах я больше сконцентрировался на физических фактах, на физических доказательствах, свидетельствах. Because of concerns like Professor here. Потому что знаю опасения таких людей, как профессор слева от меня. But we study these ancient writings like the ancient Sanskrit writings. Но если изучать древние письмена, скажем, санскритские, which were written thousands of years ago, написанные многие тысячи лет тому назад, we find things like descriptions of spaceships that could travel from мы planet там to planet. можем найти описание космических кораблей или летательных аппаратов. We find descriptions of how to calculate time by the movement of atoms. How to calculate time by the movement of atoms. Мы можем найти способ расчета времени на основе движения атомов. The ancient Sanskrit writings describe how atoms combine into molecules at a certain rate. Там же описывается, как с определенной скоростью атомы складываются в молекулы. And it's possible to calculate time. И на этой основе можно рассчитывать время. We also find descriptions of weapons resembling atomic weapons. Есть там и описание столь мощного оружия, которое напоминает действие атомного оружия. For example, the physicist Robert Oppenheimer, допустим, физик Роберт Оппенхеймер, who was the chief scientist involved in the American atom bomb project, ведущий физик, который возглавлял американский атомный проект, was present when the bomb was first tested. присутствовал в испытаниях бомбы, And when he saw it, и когда он увидел, he began quoting Sanskrit verses from the Vedic literature. Он процитировал одну из фраз из Вед, that describe a similar weapon. где описывалось примерно такое же оружие, как атомная бомба. Because he was also, in addition to being a great physicist, a student of Sanskrit. Кроме того, что он был великим физиком, он также был и специалистом по санскриту. So I'm not sure we can say we are the first humans who have had some very advanced technology. Поэтому я бы не сказал, что мы первые люди, которые добились столь впечатляющих технологических успехов. Okay, it's getting late, so I'm going to take one more question. Время идет, и я последний вопрос, пожалуй, выслушаю. Как вы Была ли команда, вот 13 ученых, он сказал, разум, ноосфера, не биосфера, а ноосфера должна быть. Давалась команда забыть, proposing the idea of noosphere. Did we get an order to forget once or twice? The idea of a noosphere is a very good one. Идея ноосферы – это очень интересная идея, хорошая. I talked about this subtle level of the Я cosmos, тоже говорил о нескольких уровнях космоса, where I think information is contained, где, я думаю, содержится информация. so that things that are lost during cycles of creation and И, destruction at the lower наверное, levels те вещи, которые терены в результате каких-то катаклизмов или разрушения цивилизаций предыдущие циклы. information from those higher levels can be injected in the lower levels, Вот эта информация может быть спроецирована на более низкие уровни, and technologies and forms of life can be restored. и технологии, какие-то формы жизни могут быть восстановлены. So that's a good idea. I like that. Хорошая идея, но мне нравится. Okay, one more, Еще один вопрос. and then I'll stay here. Затем я останусь здесь, I'll talk some more. I'll sign some books if you want. поговорим, если кто-то хочет, я подпишу книгу. Okay, пожалуйста. Я слушал, у меня тоже возникло, как бы я так вот объединил все это дело, то, что вы говорили. Вот у меня своя возникла, в мини-теория. То есть, образно говоря, я так понял, что изначально есть что-то вот, ну то, что именуют Богом, то есть самое высшее. Вот. Но вот. Затем, значит, люди, ну или Хастини, люди Астини, они изначально, значит, в новом цикле приходят с самого низу, то есть физическая материя, то есть, образно говоря, оружие добывают, вот это все, то есть они особо мозг не задействуют. Затем идет развитие мозга. Вот сейчас это, ну, говорят, не более 10%, да, вот, по-моему, используется мозга. То есть, образно говоря, когда мы 100% уже пройдем, мы перейдем на исследование уже нового уровня.
simply that if we involve all 100% of our brain capacity, we'll go on to another level. Сознание последний уровень. Yes. Последний уровень. Awareness. То есть, образно говоря, значит, изначально мы бегали, потом получается так, что начали думать, придумали автомобиль, чтобы побыстрее. Да. А затем уже, поскольку в сознании заложено, наверное, скажем так, как это делать вообще идеально, то получается, что нам и не нужно будет. Или даже сама оптимальность. Yes. Yes. Those are good ideas. Yes. Да, это хорошая идея. Летать мы раньше не умели, затем придумали самолет, начали летать. Но потом дойдем до уровня сознания, где мы узнаем, даже нам самим летать из самолета. Самолет будет не нужен. Such things are possible. Это возможно. Это понятно. И это идет по кругу. And it goes aside. Да, то есть это по кругу. И поэтому галактика является спиралью, да? That's probably why galaxies have spirals. Спиралью. I don't know about that. Насчет галактик не знаю, But the other points, но good. другие ваши идеи So хорошие. join the club of theorists. Поэтому добро пожаловать, приходите к нам в клуб теоретиков. Присоединяйтесь. So, double lecture, спасибо большое. Yes. I'll give you that. That's better. Огромное спасибо вам. Очень приятно встретиться. Михаил. Very interesting listening to you. I read your first book. I've got just one question. I didn't want to speak with the translator. I can do without that. You don't believe in evolution? Obviously not. Not don't. All right. So when I read your book, I was somewhat surprised by your usage of the evolutionist. From the ancient Sanskrit writings in India, we also get long cycles of time.